Блефы и блеф-кетчи – самая яркая сторона покера. Нет никаких сложностей с тем, чтобы не проиграть сильной комбинацией. Конечно, выбор сайзинга, который сможет оплатить соперник, вызывает волнение. Не хочется на ровном месте упускать выгоду. Но эти эмоции не идут ни в какое сравнение с тем, что испытывает покерист, проворачивающий огромный блеф. No. Или обдумывающий героический кол. Awesome call alert. Вот где настоящий адреналин. Но стоит ли решаться на блеф-кетч только для того, чтобы потешить эго в случае удачи или успокоить внутреннего демона в тильте? Или все же лучше склоняться к более надежным действиям? Посмотрим на примере сегодняшней раздачи. С вами Академия Покера. Подпишитесь на канал, чтобы первыми смотреть наши новые видео. И ставьте нам лайк, если нравится такой формат. Не тритоном единым живет мир покера. В казино Hustler без перерыва идет игра на самых разных уровнях ставок, из чего владельцы заведения грамотно делают настоящее шоу. За почти непрерывными трансляциями наблюдают десятки, а иногда сотни зрителей. За столами собираются как регуляры, так и откровенные любители. В интересующей нас раздаче участвуют обе категории игроков, а есть и те, кто находится в промежуточной стадии. Речь о Питере, уже знакомом нашим постоянным зрителям по обзорам его нестандартных розыгрышей. Китаец стартовал на высоких ставках как раз в казино Hustler, а затем не без успеха ворвался в кэш-серию Тритон. Он запомнился очень агрессивным стилем с огромным количеством творческих линий. Питер из тех покеристов, которые из двух решений, пассивного и агрессивного, выбирают третье, еще агрессивнее. Благодаря этому его присутствие за столом привлекает рядового зрителя, особенно когда ему противостоит заядлый конкурент и хороший знакомый Алан Китинг. Но в данной раздаче соперником выступает не британский джентльмен, а вполне американский музыкант и актер из Бостона Дилан Флешнер. Это любитель с неплохим опытом выступлений в подобных соревнованиях. Он стартовал в покерных шоу в 2023 году. Сперва проиграл почти $200 тысяч, затем вышел в плюс на 300 тысяч, но в итоге все же рухнул до минус 200 тысяч. Причем последний даунстрик пришелся на март текущего года, за который он проиграл $250 тысяч. Можно представить себе его состояние. Не исключено, что оно не слабо повлияло на итог раздачи. Проверь свой уровень игры в покер. Получай новый контент раньше всех. Уникальные бонусы для покеристов. Все это в нашем телеграм-боте. Также ты сможешь записаться на пробное занятие в Академию Покера и достичь результатов, как наши ученики. Ссылка на бота уже в комментариях под видео. Итак, игра идет на ставках $50-100. Еще 100 вносит большой блайнд в качестве анте. Питер на позиции кат-оффа с рукой, подходящей для открытия. По крайней мере, он показывает это всем своим видом, делая open raise в размере 4 больших блайндов. С чем он открылся, для нас пока тайна. Стандартный диапазон open raise с кат-оффа в играх с анте запросто может достигать 30%, а в подобных лузовых соревнованиях и того больше. На позиции малого блайнда находится Дилан, который уже несколько раз проиграл Питеру достаточно крупные банки. У него разномастные туз и 10. Стоит ли напоминать, что кол на малом блайнде по умолчанию отдает рыбой, то есть чаще всего исходит от тех, кого мы обычно называем фишами. В живых состязаниях в этом отношении куда больше лояльности, так как в непрофессиональном оффлайне мультипоты — это обычное явление. Так что колы допустимы. Вот только рука выбрана крайне спорная. И туз, и десятка — мощные блокеры. Они генерируют много fold equity. У соперника уменьшается количество комбинаций для кола или 4 бета. Впрочем, диапазон фолда на 3 бет у Питера равен приблизительно нулю, поэтому винить Дилана мы не станем. На большом блайнде Уэсли с разномастными валетом и пятеркой. Естественно, в теории кол с такой рукой — грубая ошибка, но не нам рассказывать про теорию богатым любителям. Уэсли уравнивает, и раздача переходит на флоп. В банке $1300. Эффективные стеки разнятся в зависимости от того, кто проявит активность. Мы знаем, что главные действующие лица — Питер и Дилан, поэтому оценим именно их. У американца 53 тысячи. Традиционно для Hustler колоссальная глубина. Питер же успел разорить соперников и собрал более 280 тысяч. Доска, которую принято считать очень опасной для агрессора.
Преимущество диапазона Питера по тузам нивелируется огромным количеством сетов, доперов и стритов у соперников на блайндах. Впрочем, китаец в позиции и вполне может защищать эквити своих совпадений от вероятных стрит-дро и гадшотов. После 2 чеков от оппонентов Питер ставит $1000. Плотный сайзинг, который в крепкой стратегии поляризует спектр на сильные сочетания и блефы, оставляя средние руки в чеке. Но мы говорим о Питере, поэтому формально, даже при таком размере ставки, можно предположить, что он контбетит со всем диапазоном. У Дилана топ-пара с не самым плохим кикером. Собственно, из-за этого не самого плохого кикера и не рекомендуется калировать с подобными руками на префлопе. Они часто попадают под доминацию от более сильной верхушки диапазона агрессора, а в случае выигрыша в раздаче прибыль получается невысокой из-за слабой реализации без позиций. Еще раз, 3-бет или фолд – лучшая тактика на малом блайнде, особенно со средними тузами. Уэсли пятерка – еще одно доказательство похожей концепции. Технически мы обязаны тянуть вторую пару на флопе. Да, мы рассчитываем на шоу-даун value или доезд в допер или трипс, но случается это очень редко. И намного чаще мы просто выбросим на терне, зачем-то заплатив на префлопе и флопе на первый взгляд небольшую сумму. Но на дистанции она быстро накапливается в тысячи больших блайндов. Еще раз, никаких колов с подобным мусором, даже по якобы подходящим шансам банка. Впрочем, кто мы такие? Ну вы поняли. Итак, 2 кола и терн. Выходит тройка, которая делает невозможными флеш-дро. Зато еще сильнее связывает доску по стритам. По двойкам огромный перевес у коллеров. 6-7 есть во всех диапазонах, как и просто комбинации с шестеркой, которые будут тянуть свое дро дальше. В общем, агрессору обычно на таких досках приходится несладко. Оппоненты чекают. Ход у Питера. Тот чекает вдогонку. Вот это неожиданно! Обычно китайцы не останавливают высокие материи вроде перераспределения эквити. Конечно, он понимает, что доска максимально опасна, но обычно он просто снижает сайзинг. Впрочем, Питер скорее умный и творческий покерист, но точно не маньяк. Возможно, сказывается также фактор мультипота. Он не решается ставить в 2 соперников. Выходит, по сути, бланк, так как 7-6 и без того составляли стрит еще на терне. В банке $4300. Про СПР можно даже не вспоминать, он все еще огромный. Итак, агрессор чекнул, а это значит, что один из коллеров вполне может перехватить инициативу. На это решается Дилан, он ставит 3000. Судя по сайзингу, это ни в коем случае не блокбет. Он всерьез намерен собрать value с топ-парой. Идея, скажем прямо, спорная. Во-первых, впереди еще большой блайнд, у которого просто тьма стритов. Во-вторых, у Питера в диапазоне множество тузов сильнее, с которыми он будет блеф-кетчить. С остальными комбинациями он просто сфолдит. Зачем в такой ситуации ставить настолько много? Большой вопрос. Как раз блокбет в 1-2000 мог бы сработать на тонкое value, минимизировав потери при рейзе от большого блайнда. Вот только Уэсли выбрасывает, а рейз приходит откуда не ждали. Повышает небольшой блайнд, а Питер, что вообще пытается рассказать китайский любитель, постепенно эволюционирующий в регуляра? С чем здесь вообще можно рейзить? Стриты. Это единственный ответ. Только стриты. Никакие сеты для рейза больше не подходят, так как они собирают value только самих себя. Даже карманные тузы уже на терне превратились в блеф-кетч и играются от кола. Но какие стриты в диапазоне Питера, если он чекнул терн? Неужели он слоуплеил 7-6? Но зачем? Это идеальная текстура для сбора value с топ-пар и сетов. Возможно, у него двойка, туз-2 или любая другая одномастная связка. То же самое. Непонятно, зачем слоуплей терна. В общем, линия Питера просто ломает логику раздачи и выглядит крайне неубедительно. Но ведь не станет же китаец переставлять с воздухом. Напрашивается вариант с блефом по блокеру. Не исключено, что у него не готовый стрит, а рука с 7 или 6. Такой рейс смотрится уместно. Но еще раз, он прочекал терн. Зачем чекать терн с рукой, с которой ты собираешься изобразить нац? В общем, на первый взгляд за столом происходит какое-то безумие. Мы знаем Питера достаточно давно, чтобы ожидать от него безумия, но обычно оно не выходит за рамки логики. Хорошо, а что же Дилан? Тот самый Дилан, у которого Питер уже отобрал огромное количество фишек. Тот Дилан, который буквально за месяц превратился из плюсового покериста в раздающего стек за стеком кита. Как он оценит линию Питера? Дилан любитель, но любитель не бездумный.
Не факт, что он глубоко разбирается в концепциях блокеров и эквити, но логика у него безусловно есть. Он наверняка прокручивает в голове действия китайца и, как и мы, не может их понять. Скорее всего, на решение повлияли два фактора, которые наложились друг на друга. Во-первых, зная стиль Питера, можно ожидать от него блефов. Да, после чека на терне они выглядят нелогично. Но внести в диапазон Рейзера несколько комбинаций с семерками или шестерками можно. Во-вторых, каждому игроку знакомо это чувство. Опять? Да не может этого быть. Когда соперник, которому ты в ходе сессии сливаешь банк за банком, снова ставит или рейзит, ты просто не можешь поверить, что тот снова доехал в value. И хотя рука тянется к картам, чтобы их выбросить, в последний момент подсознание заставляет сделать очередной минусовый колл. В сообществе такие ходы называют не хиро-коллами, а пофиг-коллами. Иногда в более грубом исполнении. Это одно из проявлений тильта, когда игрок готов оплатить ставку или рейз только для того, чтобы убедиться, что снова проиграл. Дилан уравнивает. Так что там у Питера? Разномастные 6 и 2. Действительно, рука с шестеркой, только дающая готовый стрит. Причем эта комбинация была у него уже на терне. Сложно подобрать слова, чтобы дать анализ действиям Питера. Open Race Cut-Off с разномастными 6-2. Здесь даже объяснять нечего. Это действие не регуляра, а любителя. Это действие маньяка с впип под 100%. Ставка на флопе смотрится естественной с учетом силы диапазона и блокера на стрит дро 7-6. Но чек терна? Зачем? Чтобы не спугнуть соперников, которые на флопе продемонстрировали, что зацепились за борт? Да, он блокирует руки с шестерками и двойками. Ну у оппонентов огромное количество стартеров для колла, включая доперы и сеты. Похоже на то, что Питер решил сознательно сломать логику своей линии, чтобы поставить противников в тупик на ривере. Признать, что он выбрал слоуплей в самый нелепый для этого момент, довольно сложно. Есть и альтернативная версия. Open Race с мусором мог быть исполнен под конкретного соперника – Дилана. Питер мог заметить, что после нескольких проигранных банков тот тильтует, а оппонент в тильте – это фиш независимо от его реального скилла. Чем с более глупыми руками удается переиграть такого соперника, тем в более лютый тильт тот будет впадать. Не исключено, что тот самый чек терна был сделан только для того, чтобы повысить шанс дойти до шоу-дауна и еще раз заставить Дилана вскипеть от негодования и ярости. Если это правда, то перед Питером остается только снять шляпу. Это тончайший психологический ход, на который способны далеко не все профессионалы. На этом все, спасибо за просмотр. А если пропустили, обязательно посмотрите другое видео, где в главных ролях Дин Бяо и Никита Быдяковский за столом 7-го по счету турнира Тритон Mystery Bounty за $40 000. Поставьте лайк, если видео вам понравилось, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Пока!